Однажды рано утром Джон гулял в лесу возле своей хижины. Внезапно он остановился. В округе раздался пронзительный вой. Он поставил походное снаряжение и медленно подошел ближе, чтобы заглянуть в подлесок. На поляне он столкнулся с огромным лесным волком. Его ноги, казалось, попали в ловушку, и он попытался освободиться. Но потом он, казалось, сдался и снова лег. Волк выглядел усталым, словно потерял всякую надежду. Джон был потрясен. Он хотел помочь животному. Но подойдя ближе, он испугался и попытался натянуть цепи. Волк зарычал, и его волосы встали дыбом. Но больше от страха, чем от реального гнева. Джон попятился, не желая рисковать навредить себе. Но тут он заметил то, чего не ожидал. Волк явно был самкой. Но это само по себе не было удивительным. Ее соски были полны молока. Это означало, что где-то должны быть младенцы, с нетерпением ожидающие свою мать, если они еще живы. Кормящие щенки не могут прожить очень долго без своей матери. Если Джон хотел воссоединить щенков с их матерью, ему нужно было действовать быстро. Но он не мог приблизиться к животному, не опасаясь, что волк причинит ему боль. Потому что дикое животное было непредсказуемо. В такой стрессовой ситуации волк почти умирал. Похоже, она потеряла много крови из-за травмы ноги. Если его оставить в покое, это будет верная смерть. Джон не хотел, чтобы это зашло так далеко. После всего, что он уже испытал в своей жизни, он стал человеком, который никогда не сдается. Он также не был готов отказаться от этой умирающей волчицы. Он знал, что каждая потерянная секунда может означать, что ни эта волчица, ни один из ее детенышей не выживут. Он должен действовать сейчас. Не зная, как вытащить волчью ногу из капкана, Джон набрался храбрости. Он нежно коснулся ее лапы. К его удивлению, она не ответила. Она уже совсем ушла. Это было сейчас или никогда. Он осторожно держал голову волка одной рукой. Другой рукой он нажал кнопку на ловушке, чтобы освободить ее. Но она не открылась. Она застряла. Он также был согнут, что, вероятно, и произошло, когда волк попытался убежать. У Джона не было времени думать. Он схватил камень и нажал кнопку открытия ловушки. Он хлопал по ней, пока она не открылась. Потом он изо всех сил поднял волчицу на плечо и потащил ее к себе в хижину. Это было всего в нескольких сотнях метров, но это все равно заняло у него почти час. Он поставил волка у камина. Она была полностью переохлаждена. Когда дом прогрелся, он смог увидеть раны волка, которые он очистил и обработал своей аптечкой. Джон получил медицинское образование и точно знал, что делать. Ее нога была повреждена, но, к счастью, не сломана. Если бы он ждал дольше, она бы точно лишилась ноги. Теперь он только надеялся, что сможет вовремя спасти ее жизнь. Она потихоньку начала подавать признаки жизни. Когда она снова зарычала на него в первый раз, он понял, что с ней все будет в порядке. Она нуждалась в нем, чтобы исцелиться, но она не хотела, чтобы он подходил к ней слишком близко. Зная, что она в конце концов проснется, Джон решил вывести ее из дома на крыльцо. После того, как он позаботился о волчице, и она почувствовала себя лучше, он отправился на поиски щенков. Но где же Джон мог вообще найти берлогу с волчатами? Детеныши не могли быть слишком далеко, потому что волчица не уходит далеко от своих детенышей. Из-за его прошлого в канадских вооруженных силах у него было много знаний о выживании. Ему придется использовать все свои навыки, чтобы спасти младенцев. Он обыскал местность в поисках подсказок и, наконец, нашел то, что искал. После долгих поисков кое-что попалось мне на глаза. Он был спрятан, но в земле была дыра. Надеюсь, это была та самая пещера, которую он искал. Единственная проблема теперь заключалась в том, чтобы вывести волчат. Их приучили оставаться дома, пока они не услышат свою мать, даже если это может означать их смерть. Джон был полон решимости сделать все возможное. Он попытался изо всех сил, зовя волка. Ничего не произошло. Он попытался снова. Но все равно ничего. Он как раз думал, не опасно ли заходить в пещеру, как вдруг вышел маленький, крохотный волк. Он выл от голода. Вероятно, это была одна из главных причин, по которой он рискнул выйти наружу, не услышав голоса своей матери. После того, как появился первый ребенок, вскоре последовали и остальные. Зная, что он никогда не сможет нести все 4, он аккуратно сложил их все в сумку и запечатал ее. Джон должен был проверить, нет ли в берлоге других детенышей.
Засунуть голову в волчье логово – плохая идея. Но мысль о том, что он мог оставить кого-то позади, была неприемлемой. Он должен был убедиться. Он лег на живот и заполз внутрь. К счастью, она оказалась не такой глубокой, как он себе представлял. Мужчина обыскал пещеру, но других волков не было видно. Он мог покинуть это место с чистой совестью, зная, что там не осталось щенков. Он схватил мешок со щенками и вернулся к их матери. Было нереально нести сумку с волчатами. Животная мать, должно быть, услышала ее тихое хныканье, когда он приблизился, потому что она начала плакать. Он осторожно уложил щенков и подпустил их к матери по одному. Он надеялся, что его запах на щенках не заставит мать отказаться от них. Щенки узнали свою мать, и все побежали прямо к ней. Они понюхали ее, и Джон на мгновение затаил дыхание. Узнает ли она их? Крепкая авантюристка расчувствовалась, когда начала лизать щенков. Она легла, и вскоре щенки радостно стали пить. Волчица уже некоторое время была с Джоном, и она, должно быть, голодна и хочет пить. Он принес ей несколько кусков мяса и бросил их ей по кусочкам. Она могла не доверять ему, но с радостью принимала пищу, которую он ей давал. У нее не было другого выбора. Джону приходилось выходить каждый день за рыбой или мясом для волков и дровами, и он оставлял свою дверь открытой, чтобы волчата могли зайти погреться. Но он не ожидал, что они пригласят друзей в гости. Но именно это и произошло. Когда Джон однажды вернулся, он испытал сильное потрясение. Его сад кишел целой стаей волков. Они пришли проверить волка. Должно быть, это ее семья искала волчицу и ее детенышей. Но он не был готов к встрече со стаей волков в своем саду. На мгновение Джон застыл в страхе. Щенки прибежали к нему и были так счастливы видеть своего друга. Но все большие волки повернулись, зарычали и встали, подняв шерсть. Похоже, они были готовы к атаке. Внезапно один из волков громко залаял. Это была волчица, которой помог Джон. Как только она залаяла, все остальные волки отпрянули и казались совершенно расслабленными. Тем не менее, Джон не недооценивал опасность волчьей стаи. Он быстро вошел в свою хижину и запер за собой дверь. Еще через несколько дней Джон увидел, что волку становится все лучше и лучше. Вскоре она смогла вставать и даже ходить несколько дней спустя. Еще через несколько дней, однажды утром она залаяла на своих щенков, и все они встали и последовали за ней. Джон понимал, что они уйдут навсегда. Он никогда больше не видел ни стаю, ни волка, ни детенышей. Но он знал, что 4 маленьких волчонка и волчица обязаны ему жизнью. Если эта история тронула вас так же сильно, как и нас, вам стоит подписаться на наш канал. До свидания.